Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок на Яндекс.Дзен. Телеграм-канал. Стараюсь ролики туда тоже заливать, но в телеграм-канале не заливаются длинные ролики. Яндекс.Дзен берет все, поэтому смотрите, какую красоту сегодня я связала. Еще, правда, не прогладила, но я думаю, что узорчик хорошо проглядывается. Такая вот окантовочка у нас. Основной узор. Макушка. И самая прелесть этого вязания в том, что есть еще хорошая четкая схема от китайских или, может быть, от японских мастериц. Мы любим их вязание. Я вот решила на весну такую шапочку связать, показать и научить всех, кому нравятся такие интересные, нестандартные, может быть, шапочки с таким вот интересным узором. Предлагаю посмотреть. Такая схема попалась мне на глаза. Это у нас шапочка на весну. Я буду вязать из слонимской пряжи в 4 сложения, потому что все-таки это же у нас весна, поэтому не очень толстая. Наша задача набрать вот так в кольцо, в кольцо 10 по рисунку столбиков без накида. А потом это кольцо плотно затянуть. Набираем покажу поближе 10 воздушных петель и провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков без накида и затягиваем. Провязали 8 столбиков без накида, плотно затягиваем в первую петельку, в первый столбик, соединяемся. И теперь наша задача в каждый столбик связать 2 столбика с одним накидом. Вот такая вилочка. Раз, два, раз, два, раз, два. В каждый. 1, 2, 3 воздушные петли. Подъем. Это столбик, девочки, это считаем за столбик. И в это же место вкалывания еще один столбик. У нас было 8 столбиков, а теперь должно быть 16. В каждый столбик 2 столбика. У нас получилось 16 столбиков с одним накидом. Присоединяемся в первый столбик и провязываем в каждый столбик столбик без накида. Я сделаю 2 воздушные петельки, это у меня будет столбик без накида. И вяжем столбик без накида в каждый столбик. Теперь провяжем. И следующий шаг у нас идет такой. Наша задача в каждом столбике потом провязать столбик. И 1, 2, 3, 4. 4 столбика в следующем. Опять столбик и 4 в следующем. Провязали мы рядочек, когда у нас было по 2 столбика в каждом столбике без накида. Следующий ряд. Смотрите. В одном столбике 4 столбика. В следующем 1. 4, 1, 4, 1. То есть в каждом 1, 2 столбике мы провязываем 3, 4 и чередуем со столбиком, в котором вяжем просто столбик. Вот такая прибавочка. Соединяем. Наша задача, чтобы в этом ряду получается 1, 2, 3, 4. У нас получилось 40 петель. Это все необходимо для того, чтобы узор, он точно рассчитан, нельзя больше или меньше связать. 40 петель. Вот такая основа. 10 начинали, потом 8 связали, 16 и теперь 40. Еще 2 рядочка у нас будет прибавление. Смотрите, они одинаковые. Я провязала вот этот ряд 4 и 1. Теперь наша задача столбиками без накида все ввязать. И 2 рядочка очень одинаковых мы провязываем в каждом сдвоенный столбик и 1. 2, 1, 2, 1. А в следующем столбике без накида тоже вяжем. И еще разочек 2 и 1. Вот 2 рядочка наша задача провязать
для увеличения. И потом мы начинаем распределять узор. Один ряд провязываем столбики без накида. После рядочка столбиками с накида идет ряд без накида. Теперь наша задача провязать, увеличивая. В каждом столбике мы провязываем 2 столбика, вернее через 1. И в следующем вяжем 1 столбик. Потом 2 и 1. В следующем ряду мы все столбики с накидом обвязываем столбиками без накида. И повторяем еще один такой рядочек. 2, 1, 2, 1. Провязали макушку. У меня получилось 90 петель. 90. Теперь начинается самое интересное. Нам нужно связать узор, вместить. Первый ряд, он самый сложный. Что мы делаем? В каждом, вот видите, тут в каждом столбике мы вяжем столбик с одним накидом и воздушную петельку между ними. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков. Наша задача провязать 8 столбиков. 1, 2, 3. Это столбик, и воздушная петля, это уже узор. Дальше считаем столбики. 2 воздушная петля, 3 воздушная петля, 4, 5, 6, 7 и 8. 8 связали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 связали. Плохо видно, но я думаю, что здесь 2 воздушные петли. Столбик. 2 воздушные петли. Пышный столбик из 5, наверное, столбиков. То есть наша задача 1, 2 провязать таким образом 2 воздушные петельки, внизу пропускаем, да, внизу пропускаем 1 столбик. Вот 1 столбик. Столбик с накидом, 2 воздушные, внизу пропускаем 1 столбик. И вот сюда мы вяжем пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушные петельки, внизу пропускаем 1 столбик. Столбик, 2 воздушные петли, внизу пропускаем 1 столбик. Вот. 2, 2, 2, 2. И теперь повтор. 8 столбиков и 1 воздушная петелька. И потом опять начинаем. Вот так вот это выглядит. Мы провязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять вяжем 8. И повтор. 2, 2, пышный столбик. 2, 2 и 8. Довязываем первый ряд. Обязательно обратите внимание, что по центру у нас 8 столбиков. А там, где 2 воздушные петельки, 1 столбик. 2 воздушные петельки и пышный столбик. Всего столбиков должно быть 10. 8 по центру, 9, 10. Это очень важно. Первый ряд самый важный. 2 воздушные петли, внизу пропускаем столбик. Столбик вяжем. 2 воздушные петельки, внизу 1 столбик. И мы присоединяемся. 1 воздушную петлю оставляем. Присоединяемся в 3-ю воздушную петельку. Теперь второй ряд. Все наши столбики 8 вяжем точно так же. 3 воздушные петли и петля, которая идет между ними. Все 8 столбиков провязываем по факту, как они есть. И немножечко меняем узор. Я думаю, что с узором сейчас мы разберемся. Он несложный.
нужно будет только все повторять. Пока 8. Потом мы с вами будем вязать центральный красивый мотивчик. Вот смотрите, сделала воздушную петлю, и там, где у нас был вот столбик сам по себе, мы его будем все время вязать рельефным, вот так, вот таким образом, красивым. Теперь делаем одну воздушную петельку и пышный столбик вяжем уже рядышком, там, где 2 воздушные петли у нас были. 1, 2, 3, 4 и 5. 5 провязали, 2 воздушные петельки сделали, и в центр пышного столбика вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные петельки и пышный столбик прям рядышком. 1, 2, 3, 4, 5. 1 воздушная петля, и там, где у нас столбик был, вот просто столбик, мы его вяжем рельефно. Мы как бы отделяем центральный узор рельефными столбиками. 1 воздушная петелька, все столбики вяжем по факту, как есть. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля. Вот такой узор мы с вами повторяем в следующем пышном столбике. Между ними столбик и воздушная петелька. Вот такая красота у нас уже получается. Идем в следующий ряд вязать. Теперь наша задача крайний, первый и второй, и 2 крайний и предпоследний провязать вместе. 2 воздушные петли делаем подъема, не 3, 2. И следующий столбик провязываем с общей вершинкой. Вот так. Воздушная петля. Мы делаем сокращение для того, чтобы центральный узор у нас увеличивался, а столбики простые в количестве будут уменьшаться. То есть первый и последний 2 столбика провязываем вместе. Вот так вот, смотрите, столбик и следующий столбик. Вот, вместе провязали. Такой треугольничек получается. Идем дальше. Воздушная петля. Рельефный столбик мы продолжаем вязать рельефным столбиком. Воздушная петля и пышный столбик. Пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, закрепили. 2 закрепили и воздушная петля. Теперь смотрите, что мы делаем. В тот столбик, который у нас уже есть, мы провязываем столбик с накидом. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель. И в это же место вкалывания еще один столбик. Вот такая арочка у нас будет. Она нам нужна для того, чтобы 2 воздушные петли провязали. Пропустили вот пышный столбик, и между пышным столбиком и красивым рельефным вяжем еще один пышный столбик. 3, 4, 4 и 5 вместе. Вот так вот у нас должно получаться. Такая красивая лесенка. Воздушная петля. Рельефный красивый провязываем рельефным красивым. Воздушная петля. И помните, что 2 столбика, первый и второй, провязываем вместе. А уже дальше вяжем пока как есть, для того, чтобы в конце тоже 2 соединить вместе. Основной узор растет, а
между узорчиками расстояние тает, уменьшается. Вяжем весь так ряд. Отметила красной пастой те рядочки, которые мы с вами провязали. И следующий ряд. Продолжаем уменьшать филейные квадратики. Их было 6, теперь будет 4. Вяжем абсолютно так же. Рельефный столбик, пышный столбик и чуть-чуть изменяем вязание. В следующем ряду мы сейчас провяжем этот ряд, а в следующем ряду у нас также будет убавление, только 2 столбика. 2 столбика, 2 столбика, 2 столбика, 2. То есть следующий раз, 2, 3, 4 рядочка будем вязать абсолютно одинаково наш центральный узор, который я сейчас покажу. Мы уменьшаем, провязываем вместе 2 воздушные петли и столбик. Вместе провязали. Воздушная петля. И у нас должно получиться всего-навсего 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И который столбик был сдвоенный, мы его провязываем тоже вместе. Вот. Получается 1, 2, 3, 4 столбика, воздушная петля, рельефный столбик. Узор продолжаем. Воздушная петля, пышный столбик. То есть это уже все время идет повтор. Здесь вы не запутаетесь. 3, 4, 5. Так, 2 воздушные петли. 2 воздушные петли. И смотрите, вот столбик и столбик. Вяжем рельефным столбиком, выделяя опять наш центральный красивый узорчик. Теперь мы вяжем 1, 2, 3 воздушные петельки. И вот на цепочке столбик без накида 1, 2, 3. То есть мы начинаем вязать паучок. 3 воздушные петельки, рельефный столбик, 2 воздушные и пышный столбик. Вот такой узор этого ряда. Совсем небольшие изменения, а следующие 4 рядочка будем вязать одинаково. Вот такая красота у нас получается. Воздушная петля, рельефный столбик, воздушная петля, столбик сдвоенный вместе 1 и следующий 2. Вот. Уменьшаем, а центральный увеличиваем узор. Вяжем. Еще один ряд у нас связанный. Мы начинаем вязать паучка в центре. 2 воздушные петли подъема, столбик вместе. Так, тут у меня расслоилась ниточка, надо ее поднять, иначе будет некрасиво. Воздушная петля и столбик сдвоенный. Вот. Мы сейчас будем вязать ряд, и его точно такое же повторение 4 раза. У нас будет столбик, воздушная петля, столбик. Вот. Все остальное мы с вами знаем. Мы уже это все вязали. 4 рядочка мы вяжем ровно без изменений. Я убрала 2 воздушные петли в центре, чтобы хоть чуть-чуть не было столько ажура, сколько сейчас есть. То есть одну воздушную петлю здесь и в начале, и в конце пышного столбика, если кто-то заметит разницу. Также 1, 2, 3 воздушные петли, и те столбики без накида, которые у нас провязаны, мы их просто вяжем. То есть никаких новых действий у нас нет. 1, 2, 3. Кроме того, что мы сужаем филейные квадратики до 2. И уже будем вязать
просто 2 столбика и узорчик в следующих 3 рядах. Выглядит на схеме это таким образом. Вот я отметила, мы связали рядочек и начинаем вязать следующий. Пышный столбик, наш узорчик, пышный столбик и сокращение. Просто 2 столбика. 1, 2, 3, 4. 4 рядочка вяжем. Провязала не 4, как говорила, а 3. Вот сдвоенный столбик. Потом просто столбик, воздушная петля, столбик. И еще столбик, воздушная петля, столбик. И вот теперь 4-й ряд, который как бы без изменений, но на самом деле изменения есть. Такого плана. 3 воздушные петли. И еще 1 воздушная петля. И в этот же столбик вяжем 2 столбик. То есть мы начинаем увеличение. Воздушная петля, столбик, воздушная петля и столбик. Вот так вот. Это будет выглядеть воздушная петля. Дальше все пока вяжется точно так же. На схеме, смотрите, мы с вами связали вот 1, 2, 3. И сейчас будем 4-й вязать. Такие вот увеличения у нас идут. Потом еще 1 рядочек вяжем, увеличиваемся. 1, 2, 3, 4. То есть делаем все то же самое, что мы делали в первой половинке. Мы уменьшали, а теперь точно так же будем увеличивать. Вот рядочек. Вот этот. А уже следующее увеличение, тут смотрите, буду показывать. В начале, в конце, еще и в центре идет увеличение. Пока вяжем вот такое простое увеличение. Галочка, столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик. Вот так. Узор без изменений вяжем. Провязали. Теперь точно так же наращиваем. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. То есть в первом столбике нам нужно провязать с вами 2 столбика, и между ними 1 воздушная петля. Все остальные столбики провязываем по факту. Столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, вот так вот. А узор вяжем. Сейчас посмотрим, что мы вяжем по узорам. Мы провязали вот этот рядочек. Давайте его отметим. Теперь вот этот рядочек вяжем. Пока все точно так же. А в следующем уже немножечко закругляем узор. Пока все точно так же вяжем весь наш узорчик. Провязали рядочек. Теперь, смотрите, отметила красная паста. Вот этот будем ряд вязать. Соединять пышные столбики. Уже практически, да? И сделать расширение нужно еще в центре. С какой целью, не знаю, но раз на схеме нарисовано, так и сделаем. Хотя расширение и так неплохое. 1, 2, 3, 4. То есть также в самом первом и последнем мы расширение делаем. Все столбики провязываем, как они у нас есть. А по центру, вот он наш центр, мы провязываем, смотрите, столбик, воздушная петля, прям по центру столбик. И там, где столбик, то есть добавочку сделали. Остальное вяжем как есть. В конце добавляем столбик. Такой вот треугольничек у нас. Воздушная петля и немного меняем. Пышный столбик свяжем. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. И предлагает нам соединить
рельефный столбик 1 и рельефный столбик 2. Вот так вот. Воздушная петля и пышный столбик. Дальше все по плану, все как вот мы связали, и соединить нужно наш узорчик. Заканчиваем ряд, в котором мы соединяли столбики вместе, провязали клин. В нем мы больше не прибавляем. Вот в прошлом ряду добавляли, в этом ряду только в самом начале и в самом конце. Теперь наша задача провязать пышные столбики вместе. Что значит вместе? Вяжем пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля и в центр столбик с одним накидом. Воздушная петля и довязываем пышный столбик. Вот такой у нас ряд. Объединяем практически наш узор, который мы вязали, вот таким образом. И получается вот такая красота. Вот. Провязываем этот ряд. В следующем ряду все филейные квадратики мы уже не увеличиваем, а просто провязываем. И по центру вяжем пышный столбик. Как вот в самом начале мы с вами вязали. Вот такой завершающий пышный столбик. И практически узор будет готов. Ряд филейный провязали. И уже потом делаем вот такую обвязку. Пока провязываем ряд 2 пышных столбика вместе. В начале добавили и в конце клина. В следующем ряду вяжем просто все столбики и пышный столбик. В следующий ряд мы вяжем клин, просто филейные столбики, не прибавляем в самом начале и в самом конце. Рельефный столбик вяжем рельефным, воздушная петля. И ровно по центру в столбик мы вяжем пышный столбик. Провязала рядочек с одним пышным столбиком. Следующий ряд просто филейные квадратики в каждый столбик и в пышный столбик. И 2 ряда связала столбики без накида. Но смотрите, по схеме столбики без накида у нас идут и между столбиками, и в столбик. Но у меня такое расширение получилось, что я взяла и связала столбики без накида только между столбиками. Не раз, два, три, а всего раз, два, три, между, 4, вот так. И то широковато. То есть, если вы хотите беретом, а не шапочкой, то возможно вязать по схеме. А я решила немножечко подуменьшить. Поэтому связала не в каждом столбике, а через столбик. Столбики я не провязывала. Теперь у нас идет обвязка. Обвязка очень простая. 2 рядочка мы вяжем филейными квадратиками, потом пышные столбики. И еще 2. Филейные квадратики мы с вами уже знаем, мы их вязали. Это 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Внизу оставляем столбик не провязанный, вяжем столбик с накидом. Воздушная петля. Вот так. 2 рядочка вяжем таким образом. Потом ряд с пышными столбиками. Вот шапочки. Пришло завершение. 2 ряда филейного я провязала. 1 ряд столбик, воздушная петля, пышный столбик, воздушная петля, столбик. И еще 2 рядочка. Не стала вас утомлять показом. Я думаю, что очень просто вяжется этот кантик. Филейные мы с вами квадратики вязали, пышный столбик. Как вязать, вы знаете. Столбик с накидом, я думаю, тоже знаете. И последняя, завершающая уже стадия. Это мы в центре филейного столбика 1, 2, 3 оказались. И
пропуская столбик с накидом. 3 воздушные петельки провязали, закрепились. Вот такое вязание. Такая обвязочка. Симпатичная. Расход пряжи слонимской. Шапочка не плотная. Где-то грамм 75 ушло. Можно будет потом взвесить, узнать, потому что я вязала не с цельного мотка, а с того, который у меня уже... Я распускала очередную какую-то кофточку. И в итоге, смотрите, что получилось. Вот такая красивая весенняя шапочка по китайской схеме. Схему обязательно выложу, нашла в интернете, мне она понравилась. Вот эту нашу красоту нужно прогладить обязательно через мокрую марлю с горячим утюгом. Вот. Плотная макушка, интересный ажурный узор, обвязочка. Если связать из более тонкого хлопка, тогда прям вообще хорошо в узор можно в размер войти. У меня слонимская пряжа, она чуть-чуть 400 метров 100 грамм потолще. А если взять хлопок, допустим, коко, я его не очень много раньше вязала, то будет шапочка потоньше и уже прям совсем летняя. Вот. А я связала весеннюю. Весна все-таки скоро. Надеюсь, вам тоже эта идея понравится. Шапочки вяжутся быстро, просто, интересно. И они всегда в моде практически. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, телеграм-канал. На Рутюбе у меня есть ролики, но очень сложная платформа. Тяжело работает, но тоже буду загружать. ВКонтакте, в Одноклассниках. Всегда рада вас видеть. Подписывайтесь, приглашайте своих подружек. Будем вязать вместе. До новых встреч!